Добрый день, уважаемые друзья, зрители и подписчики канала Автоблог. Рад вас приветствовать. Сегодня хочу поделиться с вами одной из проблем, с которой я столкнулся. Я думаю, столкнуться могут с данной проблемой владельцы типовых автомобилей. У меня Renault Sandero 2011 года выпуска. Это фаза 2, первое поколение. На такой же платформе построены автомобили Renault Logan. Тот же можно взять, например, Lada Largus, те же, возможно, Renault Duster, Renault Captur и другие автомобили, которые, возможно, будут схожи конструктивно, где-то построены, будут какие-то элементы схожи. Итак, друзья, где-то недели две тому назад у меня в подвеске появился стук. Причем стук такой был глухой, и он проявлялся при трогании и при торможении. Единичный стучок. Когда вы начинаете трогаться, только чуть тронулись, оно щелкнуло, все. Потом вы едете, никаких проблем, все нормально. Автомобиль себя ведет предсказуемо, там нету никаких проблем. Итак, по подвеске, естественно, все было проверено. Проверены наконечники, проверены сайлентблоки, проверены шаровые. Все это было в хорошем состоянии. Одно единственное было смутило меня. Один наконечник рулевой, он был немножко уже прослаблен, я его заменил. Причем после его замены вечер я покатался, вроде бы стук ушел, все было хорошо. Однако на следующий день я снова выехал, и снова появился этот щелчок. Щелчок, я говорю, меня досаждал, причем было слышно именно внизу в подвеске, да, вот сидит пассажир впереди, и вот он отчетливо слышит в ногах какой-то щелчок. Единственный щелчок, который именно вот при трогании, и потом, когда вы проехались, уже тормозится, точно так же один щелчок слышен. Далее, что было проверено еще? Проверили, пережаты ли или нет гайки, которые затягиваются шрузы. С одной, со второй стороны все было затянуто, все было хорошо. Далее пройдемте уже непосредственно под автомобилем, покажу, что еще было проверено. Также были проверены болты крепления подрамника. Вот с этой стороны, здесь у меня их 4 штуки, вот здесь вот по одному сзади и впереди, под пластиковыми защитами. Они тоже были зажаты, в принципе, как бы чуть-чуть поддались, но, в принципе, в этом проблема не ушла. Далее были проверены болты крепления скоб, суппортов тормозных, вот их по 2 штуки на каждой стороне. Они также могут, скажем, быть прослаблены и издавать, скорее при торможении, да, какие-то такого рода получается щелчок. Когда вы тормозите, он немножко может смещаться, сама скоба вместе с суппортом тормозным, и издавать такой щелчок. Также колодки тормозные, они тоже в посадочных местах могут люфтить, но у меня стоят пластинки, так как демпферирующие такие, там, да, в виде демпфера. Они, в принципе, все стоит, все плотно, колодки тоже я проверил, не было никаких проблем. Естественно, всю подвеску перебирать, менять все подряд запчасти, как бы я не вижу смысла. Далее, опять-таки, были проверены стойки, сами амортизационные, амортизаторы разобрались, посмотрелись, все нормально, не было никаких стуков в самих амортизаторах. Проверила состояние опорных подшипников и подушек, они тоже в хорошем состоянии, в нормальном, там нету необходимости их менять. И в итоге просто приехал там на СТО к одним ребятам, начали они тоже смотреть, точно так же там посмотрели стойку, там одну разобрали, посмотрели, вроде бы все нормально, проверили состояние сайлентблоков шаровых, все хорошо, все нормально, все в идеале. И по итогу парнишка говорит, давай снимем защиту, посмотрим, может быть что-то там. А меня уже начало смущать, я подумал, что возможно виной всему рулевая рейка. Хотя в руль опять-таки тоже стук этот не отдавался никаким образом. И по итогу сняли защиту, проверили еще раз, все было нормально и решили проехаться без защиты. Проехавшись без защиты, стук ушел. Вот эта металлическая защита оказалась виной. Причем здесь получилось как? В одном из креплений, по-моему, вот здесь, если я не ошибаюсь, внутри было видно место как потертости. При этом болты были вроде бы зажаты, но, соответственно, как бы был какой-то люфт. Видно, подрамник сам по себе не создает такой жесткости, которая хотелось бы, скажем, да, и при трогании видно небольшой такой люфтик происходит. И вот это вот, скажем, расширение самого подрамника и при торможении, оно и издавало вот этот щелчок, именно вот в самой защиты, соединение защиты вместе с подрамником. Все, после этого защита снова поставилась на место, пережались болты, все, щелчка нет, щелчок ушел. Надеюсь, вам видео было полезным, понравилось. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем удачи и до новых встреч, пока!